Добро пожаловать на канал кулинарных рецептов «Это вкусно». Сегодня я расскажу, как приготовить пастилу из тыквы с разными вкусами. Пастила с тыквой, яблоками и апельсином, пряная тыква с яблоком, в качестве пряностей имбирь, лимон, корица, кардамон и гвоздика, и пастила с яблоками, тыквой и натуральным йогуртом. Яблоки я практически всегда добавляю в любую пастилу, они как основа пастилы. В них содержится много пектина, натурального загустителя, благодаря которому фруктовое пюре при высушивании получается эластичным и не трескается. Из-за того, что пастила готовится при минимальной температуре, в ней остаются все полезные вещества. Поэтому это прекрасный вариант перекуса с пользой для здоровья, или, как сейчас принято говорить, эко-снеки. Готовить я буду в сушилке. В процессе приготовления я поделюсь с вами своими секретами, поэтому досмотрите видео до конца, будет интересно. А пока подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. И тыкву, и яблоки я нарезала на кусочки и запекла в микроволновке. Можно это делать в одной емкости, если делаете небольшой объем. Конечно, можно запечь и в духовке, но в микроволновке просто быстрее. Итак, первый рецепт – это яблочно-тыквенная пастила с апельсином. Для нее я возьму 200 грамм запеченных яблок, 600 грамм запеченной тыквы, 1 апельсин и 1 столовую ложку меда. Апельсин нужно тщательно вымыть. Теперь натру цедру. Старайтесь натирать только оранжевую часть кожуры, потому что белая будет горчить. Затем вырежу мякоть апельсина так, чтобы не попали перепонки. Также можно выдавить оставшийся сок. Отправляю в блендер тыкву и яблоки вместе с соком, который выделяется при запекании, цедру и мякоть апельсина. Взбиваю. Важно, чтобы масса не получилась сильно густой, тогда она не распределяется равномерно по лотку и неравномерно высыхает. Поддоны я накрываю пергаментом, который смажу растительным маслом без запаха, чтобы пастила не прилипла. Выливаю готовое пюре на поддон. Разровнять можно лопаткой или просто потрясти лоток. И если пюре получается не густое, то оно равномерно растекается и получается одинаковый слой. У меня получилось 2 поддона пастилы с апельсином. У меня на канале есть еще несколько разных рецептов пастилы, ссылку на них я оставлю в описании. Смотрите и готовьте. Следующий рецепт – это пряная тыквенно-яблочная пастила. Для нее мне понадобится 200 грамм запеченных яблок, 600 грамм запеченной тыквы, 30 грамм корня имбиря, 1 лимон, пол чайной ложки корицы и по четверти чайной ложки кардамона и гвоздики, а также столовая ложка меда. Имбирь натираю на мелкой терке и выдавливаю сок. Я беру свежий корень имбиря, а не сушеный, потому что он ароматнее. Получается где-то столовая ложка сока. К нему же выдавливаю сок лимона. В блендер отправляю тыкву, яблоки и все остальные специи. Все взбиваю. Затем распределяю все пюре на 2 поддона. Пергамент смазываю растительным маслом.
И еще один рецепт. Это яблочно-тыквенная пастила с йогуртом. Для нее мне понадобится 200 грамм яблок, 200 грамм тыквы, 100 грамм йогурта и 1 столовая ложка меда. Все ингредиенты соединяю в блендере и взбиваю. Она получается гораздо светлее, чем предыдущие, и немного гуще. Я распределяю ее лопаточкой. Если пюре получается сильно густым, то можно просто добавить немного воды. Ставлю сушиться на большой мощности. Ориентировочное время сушки 6-7 часов, но нужно проверять и при необходимости менять местами поддоны. Если вы готовите пастилу в духовке, выставляйте режим конвекции и температуру 60 градусов. Дверцу оставляйте приоткрытой. Сохнуть пастила будет примерно 6-7 часов. Моя пастила готовилась 7 часов. Вот такая она получилась, яркая, солнечная и очень ароматная. Она уже остыла, и сейчас я сниму ее с пергамента. Снимается она отлично, так как пергамент я смазывала растительным маслом. И хочу обратить ваше внимание на пастилу с йогуртом. Она у меня получилась густоватой, и поэтому я неравномерно распределила ее по поддону. Там, где слой пастилы был немного толще, она еще не высохла. Поэтому я отрежу высохшую пастилу, а этот кусочек досушу. Готовую пастилу я скручу в трубочку, а затем нарежу. Удобнее всего нарезать на кусочки ножницами. Вот такие полезные снеки из натуральных продуктов у меня получились. Они очень нравятся детям и готовятся несложно, а главное, что вы можете сами сочетать те вкусы, которые вам нравятся. Так что готовьте, пробуйте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал. И поддержите меня лайком.